Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Красная пчела». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. Также в студии у нас в роли партийного критика Кирилл Рычков. А главный герой нашей сегодняшней программы — депутат фракции КПРФ в Госдуме, член президиума, секретарь Центрального комитета Компартии и руководитель юридической службы КПРФ Георгий Камнев. Георгий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я бы сразу хотел отметить именно партийный критик, а не критик партии, потому как многие это путают. Для наших зрителей, кто нерегулярно смотрит эфиры «Красной пчелы», обращаю внимание, что покусывать своих гостей она стала не просто так, а действуя, можно сказать, в рамках закона, так как закон о предвыборной агитации исключает создание какого-либо положительного образа партии. Вот, я буду настойчиво извлекать, всякого рода ярлыки и штампы, которые критики любят навешивать на нашу партию. Вот, а мой гость, соответственно, уже будет отвечать за создание положительного образа партии, вроде на балансе, а в противозаконность какую-то уйти не должны. Как всякий порядочный Морфеус, предлагаю вам две таблетки. Одна, мы поговорим о прошлом партии и взаимосвязи, соответственно, осмысления этого прошлого в наши дни. Или же, если вам это будет более комфортно, там точно без негатива не обойдется, поговорим о том, как партия видит будущее. Что вам ближе? Я думаю, что без прошлого не может быть будущего. Давайте начнем с прошлого. Я думаю, что ответы на вопросы из прошлого дадут возможность перейти, может быть, и к следующей теме. Давайте. Тогда, в общем, любимая моя, в общем-то, тема. Вас, как юриста, тем более я не могу об этом не спросить. Является ли КПРФ правопреемницей КПСС? Правопреемницей не является. Только в идеологическом смысле мы являемся преемниками. Только в идеологической подразумевается сама коммунистическая идеология или это нечто шире? Во-первых, конечно, сама идеология, разумеется. Но и весь тот обширный опыт, который сформировался в советское время, мы также считаем себя наследниками этого советского опыта. Вот, понятное дело, что это была огромная страна, сразу, могу сказать, я думаю, что это и так понятно, что была огромная страна, это сотни миллионов людей, крайне сложные исторические условия, очень насыщенные на тот период, и поэтому, конечно, было очень много хорошего, понятно, что и без плохого тоже не обошлось, вот, но, тем не менее, мы все равно убеждены, что те принципы, которые лежали в основе советского государства, они являются очень ценными, вечными ценностями, скажем так. А опыт, к слову, был очень противоречивым, в том плане, что разное советское время, разный опыт. Но мы к этому вернемся. Я пока буду подводить вас к той западне, которую готовлю. Заранее даже предупреждаю, в нее все равно попадут. Соответственно, вопрос. Тут вот широкими мазками, потому что это подводка как раз самой западне. Широкими мазками. Причина развала Союза. Я абсолютно убежден в том, что это моя позиция, что все-таки здесь очень серьезную роль сыграл именно человеческий фактор в истории, скажем так. И, на мой взгляд, просто сложилось так, что во главе государства оказались люди, не способные ответить на исторические вызовы, которые были на тот момент. Полагаю, что если бы у руля, у руководства были люди, способные это сделать, ответить на эти исторические вызовы, то все было бы совсем по-другому. Ну и вот, собственно говоря, барабанная дробь западня. Какую ответственность, с вашей точки зрения, Коммунистическая партия Советского Союза несет за то, что, как вы выразились, сложилось так, что у власти оказались предатели, человеческий фактор и так далее? Я думаю, что Коммунистическая партия есть плоть от плоти партия народная. И здесь можно говорить о том, что, разумеется, у жителей, у граждан Советского Союза был выбор более активно отстаивать то государство, которое разваливалось на глазах у граждан, или соблазниться на те вещи, о которых говорили с телевизора, с радио,
значит, артисты и так далее, о том, что вот западный путь для нас лучше, и что вот этот вот, как там называли, совок, да, он там всех достал и так далее, и так далее. Значит, я убежден, что большая часть людей хотела сохранения Советского Союза. Мы это даже видим по формальным признакам, например, проведения того же референдума, да, по вопросу, в том числе, сохранения Советского Союза, где абсолютное большинство граждан высказалось за его сохранение. Значит, вместе с тем, те люди, которые хотели разрушения Советского Союза, они действовали более активно, они были, в принципе, более активные. Те люди, которые хотели сохранения Советского Союза, они, наверное, на мой взгляд, были менее активны. Поэтому в определенном смысле, конечно, можно говорить о том, что деятели, политические деятели, которые возглавляли одновременно и государственную систему, и партийную, оказались не на высоте, и в этом действительно есть, конечно, безусловно, упрек. Да, но, с другой стороны, все-таки был выбор, по какому пути стране пойти. Вот, и если бы, в том числе, например, было активно поддержано, допустим, то же самое ГКЧП, активно поддержано, вот, то я думаю, что и убежден, что сегодня мы жили бы в советской стране. Вы первый, кто буквально переложил ответственность за происходящее на народ. Нет, ни в коем случае. Ну как, вы Первое, сказали... это я еще перекладывал, да, это и ну хотел ты-то- как раз поддержать, да, данную претензию к его величеству народа. Но вот говорят... Люди не могут быть неправы. Это один из Смотрите, просто базовых вот тезисов. большинство, которое желало сохранить Советский Союз, оно не обладало на самом деле реальными рычагами реализации своей власти. А вот ГКЧП, куда входил тот же глава КГБ Крючков, который по некоторым данным работал специально на провал ГКЧП, они обладали, они делали, значит, все, чтобы привести вот страну к этому краху. То есть, что могли бы сделать? Ну, пришло бы 100 миллионов, а их бы, значит, тоже начальство, полиция, милиция, внутренние войска бы оцепили бы и побили бы, например. Ну, да? Могли же так сделать? Нет, если бы, конечно, огромные народные массы пришли бы отстаивать Советский Союз, то я думаю, что он бы остался. Полагаю так, что почему люди не пришли? Люди хотели сохранения Советского Союза, почему люди не пришли? Потому что, может быть, не смогли то же самое ГКЧП донести суть создания самого ГКЧП, да, конкретные какие-то цели и так далее. Может быть, они очень так тактически смотрели на эту ситуацию, но, может быть, не хватило в чем-то как раз стратегических каких-то тезисов. Ну, мнение субъективное, но, на мой взгляд, к моменту ГКЧП Союз уже был обречен. Тем более, что РСФСР уже даже декларацию о независимости к тому времени приняла, поэтому о чем мы, в принципе, разговариваем. Я хочу вернуться к ответственности партии. То есть, и вот сейчас как раз проложить тот мостик к правопреемнице. Как вот партия осмыслила, если все-таки вы склонны считать, что причины развала Союза имеет смысл сводить к предателям и глупцам или врагам наверху, как партия собирается не допустить повторения этой ошибки? Как Я думаю, что исключить здесь человеческий фактор? Здесь только одно — это сделать соответствующие выводы и помнить то, что происходило, и, скажем так, улучшить систему государственного управления страной. Я думаю, что вот это те рецепты очевидные, которые можно применить. Подождите. При чем тут система управления страной, если мы говорим о системе управления партией? Какие изменения партия принципиально изменилась с тех пор? Это к намеку о том, как Виктор Степанович говорил, у нас что не делай, все Да, КПСС я понял. получается. Я понял. Здесь в чем вопрос? Дело в том, что понятно, в Советском Союзе партия была правящей. И она была имплантирована в государственную систему, да, в органы управления. Она и была государством. Да, она по сути, это был по сути стержень, государственный стержень. И когда начали разваливать партию, то по сути это били в том числе и по государству, что, собственно говоря, произошло. Что ж партия-то молчала? Нет, партия не молчала. Но
особенности функционирования, в том числе и государственной системы, ну, есть определенные там нормы и законы. Да, когда, с одной стороны, вот, там, не знаю, например, товарищи состоят в одной партии, да, один руководитель, другой, там, например, подчиненный. Я имею в виду именно в государственном аппарате. Да, в государственном аппарате. Вот. Поэтому, не знаю, может быть, кому-то и не хватало смелости сказать своему руководству, да, именно в государственном аппарате, о том, что происходит что-то не так. Нет, почему? Надо отдать должное, тому же Геннадию Андреевичу хватило. И да, их говорю, было много, но и голоса были слабыми. Да, значит, кому-то не хватило. Но, разумеется, были такие голоса, там, как там, у Геннадия Андреевича, который как раз активно об этом говорил. Ну и за что и в том числе и пострадал. Вместе с тем, государственный аппарат как раз вот определяет вот такие вот, ну, не то чтобы нормы, да, но есть такой момент, в том, что сказать начальнику, что он не прав, достаточно тяжело. В данный момент сегодня партия у нас не правящая, это, ну, общественная организация, да, скажем так, и с этим нет никаких проблем, когда можно сказать там в партии кому угодно о том, что что-то идет не так, что-то происходит не так. Или? Конечно. А какие проблемы? А какая там зависимость у людей? Да? Никакой зависимости нет, с этим нет никаких проблем. И у нас достаточно часто там и в регионах, и везде происходят дебаты насчет того, как, по какому пути развиваться партии, да, что нам делать, как вот, например, там, допустим, избирательную стратегию нам проводить. Конечно, есть на этот счет очень очень активный связи запрет на фракционность вы считаете актуальным? Да, дело в том, что фракционность, по сути, что такое? Есть прекрасный принцип, когда все дебаты и дискуссии проходят до принятия решения. И это очень широко, все эти дебаты и дискуссии проходят очень широко, обсуждаются, никаких проблем нет. Но после того, как принято решение, его нужно выполнять. А что такое фракционность? Это когда группа, которая высказывала какое-то свое мнение, она остается при своем мнении и, более того, продолжает его проводить в жизнь уже после того, как всей партии принято решение. Вот это, конечно, неправильно. Если мы обсудили, если большинство приняло именно такое решение, то ему нужно следовать. Принцип демократического централизма. Мне кажется, это очень, очень эффективный способ. Я хотел бы все-таки вернуться к вопросу о том, если угодно, где почитать, может быть, об этом, но своими словами. Как именно партия осмыслила вот этот вот человеческий фактор и каким образом партия собирается защитить страну и народ от очередного прихода к власти дурака или предателя? То есть вот со всей очевидностью мощная система большая, огромная, причем пропустила на самый верх. То есть это же длинный путь. Представьте себе вот уровень иерархии. Не одного, а целую плеяду. То есть сама система, что-то было с системой такое, что мало того, что она пропустила, аппарат при этом практически бездействовал, а народ безмолвствовал. Мы все виноваты. Я вот умоляю вас от того, чтобы думать, что я тут вот окончательно погружусь в эту роль критика и буду... Нет, все виноваты. Каждый, кто вот скушал огоньковскую пропаганду, каждый, кто не вышел 19 августа защищать остатки Союза, хотя, повторюсь, на мой взгляд, там уже нечего было защищать. Все по-своему виноваты. Как не повторить ошибки? Да, ну, если речь идет о правящей партии, вы это имеете в виду? Давайте сферического коня в вакууме. Красные вернулись в город, поменяли конституцию, партия снова рулевой. Да, я думаю, что выводы из того, что было, это можно услышать в том числе и в речах, и в документах, и в публикациях, которые были у Геннадия Андреевича Зюганова, многочисленные. И один из таких важных тезисов, на мой взгляд, это то, что был определенный догматизм в части, ну, например, там, в экономике, допустим, да, и, значит, были вызовы, связанные были экономические вызовы, да, какие пытались дать ответы на экономические вызовы, пытались дать политические ответы, да, что, наверное,
не совсем верно. Значит, многообразие там, экономических, в том числе связей, оно по факту уже существовало. Да, много было экономических связей. И их нужно было каким-то образом урегулировать. Вместо этого, вместо того, что люди говорили, давайте мы как-то там экономику приведем хотя бы в соответствии к тому, что уже по факту складывалось, да, как-то отрегулируем законами и так далее, говорили о том, что, что начали говорить, вот давайте мы там введем многопартийность, например. Да, не об этом люди-то говорили. Да, говорили, давайте, вот у нас там мы хотим, значит, там разнообразно, грубо говоря, да, еще больше многообразия, там, я не знаю, в одежде, там, еще в чем-то, да, какие-то бытовые простые вещи, там, я не знаю, мебель, там, и так далее, и так далее. То есть, там, автомобили, там, квартиры, дома какие-то, дачи, да, все что угодно. То есть, речь шла о каком-то бытовом уровне. Но вместо этого предлагались какие-то политические реформы. Да, в том числе вот, там, и гласность, и многопартийность. Гласность звучит хорошо, но по сути предполагало совсем другое. Да, и там многопартийность, например. Это все тоже хорошо, все прекрасно. Да, но хотели-то люди совсем другого. В итоге стали проводиться. Вот я же об этом и говорил. Благосостояние вы материальное что-то подразумеваете? Конечно, да, прежде всего материального. И именно на этом необходимо было сконцентрировать внимание партии, видимо, а не на том, чтобы давать ответы. Вот, реформу за реформой. Пытались давать ответы не на те вопросы, которые задавали люди. Хорошо, давайте тогда в этой плоскости, я постараюсь без каких-то точных, учитывая, что все-таки юрист, а не экономист, но вот широкими, опять же, мазками. Глядя на историю Советского Союза, мы можем выделить как минимум 3 различных модели социализма. То, что сделал Иосиф Виссарионович, то, что не сделал, поломал Никита Сергеевич, и условно вот этот вот развитой застой дорогого Леонида Ильича. К какому социализму партия хочет прийти сейчас? То есть на что мы будем ориентироваться? Вот вы говорите, что партия вместо того, чтобы заниматься всякими развешиванием политических занавесок, надо было сосредоточиться на благосостоянии трудящихся. Снова возвращаясь к вопросу о том, какую ответственность несет партия, почему не сосредотачивалась? Вот я говорил о том, что вполне возможно, что этому препятствовал догматизм, прежде всего в научной сфере и дальнейшего развития общества, когда нужно, может быть, на какие-то вещи было посмотреть по-новому, но сохранялись все тезисы, которые были раньше. То есть жизнь развивалась, она усложнялась, эта жизнь, но ничего нового в этой сфере не придумывалось, потому что база — это все-таки наука, в том числе общественная наука. И это необходимо было, может быть, более активно обсуждать и более активно действовать. Мы сейчас говорим о чем? О том, что, конечно, полностью вернуть смысла в этом никакого нет. Я имею в виду, допустим, сталинский, например, вариант. Хотя он предполагал в том числе, допустим, работу различных кооперативов, артелей и в некоторых отраслях производства, то, что производили вот эти частные, по сути, организации, предприятия, объединения людей, занимал очень серьезную роль. Очень большой вклад их был в определенных отраслях. Поэтому здесь, в этой части, разнообразия было больше, чем потом. Никита Сергеевич все, как известно, у артелей, например, отнял. Да, все стало государственным на 100%. Поэтому как раз здесь такого разнообразия не было. Можно на секундочку вас перебить? К вашей вот этой фразе про Никиту Сергеевича отнял. То есть проблема-то с пропуском наверх дурака, оказывается, началась намного-много раньше. Вы знаете, человечество не изобрело пока абсолютного метода и способа, чтобы у власти появлялся такой человек, который был бы абсолютно всем хорош. Вы наверняка фантазировали, как можно было бы защититься от этого? Как просто застраховать себя от волюнтаризма? У нас действительно страна царя. То есть у нас даже это выражение без царя в голове, мы мыслим, нам нужен какой-то главный. Приходит главный дурачок или пьяница, и начинаются проблемы. Когда я говорю о том, насколько партия осмыслила совершенные ошибки, первое, как мне представляется,
должно было быть, ну, некая прям, возможно, даже такая большая программная работа, связанная с тем, что имеет смысл пересмотреть работу социальных лифтов. То есть, возможно, сама методология социальных лифтов, которые по сей день существуют, она примерно так же, хоть от системы к системе не меняется, содержит какую-то концептуальную ошибку. Ну, если мы посмотрим на то, как росли кадры в Советском Союзе, то мы увидим, что серьезные позиции занимали люди, прошедшие очень хорошую, на самом деле, школу жизненную. Вот, и нельзя было, там, я не знаю, как сегодня такое часто бывает, человек практически из ниоткуда сразу может занимать какие-то там должности вплоть до министерских. Такого просто, в принципе, не существовало. То есть, если человек занимает какую-то должность, и он ответственный на уровне страны за какую-то отрасль, он точно из этой отрасли, он точно там долгое время проработал, прошел все ступеньки и знает, как это все работает. Даже если мы говорим про Горбачева, то мы вспомним, что он там начинал, он еще и на комбайне работал, да, потом там по партийной линии тоже все ступеньки прошел, был руководителем регионального звена, возглавлял, да, Ставрополье. Вот, то есть и потом уже там в Центральном комитете работал, отвечал за направление по сельскому хозяйству. То есть вроде бы как у него тоже был жизненный опыт. И на самом деле советская система очень серьезно страховалась от того, чтобы не попадали вот люди такие, что называется, без мозгов туда. И здесь тоже у человека был достаточно серьезный жизненный опыт к тому моменту. И, в принципе, полагаю, что это одна из лучших систем. Например, если мы сейчас говорим о странах, которые сегодня очень успешны, тот же самый Китай, то там тоже такая же система действует, и она всегда действовала. Они взяли советскую систему, и там на должность руководителя просто человек знакомый или родственник, или какой-то близкий просто так не попадет. Это тоже обязательно человек должен пройти очень серьезный жизненный путь, чтобы получить какую-то серьезную должность. Вот, поэтому на самом деле советская система вот в этой части, она была достаточно серьезной и работала хорошо. Хорошо, давайте попробуем прокидывать между прошлым и будущим некие мостики. Вы несколько раз прямо, несколько раз в контексте сделали акцент на том, что благосостояние трудящихся – это есть наша первоочередная цель. 100%, конечно. Не переврал ваши слова. Так и есть. А до какой степени будем повышать благосостояние трудящихся? Это нет пределов. Ну, что значит нет предела? Нельзя съесть 18 завтраков. Ну, то есть, есть предел чисто физиологически. Не может человек съесть больше, чем может, и ему не нужно 3 машины. То есть, после достижения определенного порога благосостояния, который мы между собой можем назвать разумным, план дальше какой? Ну, такого уровня нужно достичь. Я думаю, что будет меняться прежде всего, речь-то не о количестве идет, а о качестве. Если бы Никита Сергеевич не стал ломать, лет через 10-15 достигли бы этого уровня. Дальше? Еще раз, речь не о количестве, а идет о качестве. Значит, что я имею в виду? Ну, прежде всего, вот, допустим, у нас действовало законодательство, оно и до сих пор действует по поводу того, что, значит, 8-часовой рабочий день, да, 40 часов в неделю человек может трудиться. Ну, и в советское время был пенсионный возраст 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Мы можем посмотреть в эту сторону, и думаю, прежде всего как раз нужно посмотреть именно сюда, для того, чтобы... Если мы достигли какого-то серьезного уровня благополучия для населения, да, то полагаю, что можно вкладывать денежные средства в то, чтобы сократить, например, рабочий день, чтобы люди больше посвящали времени там, собственному развитию, собственной семье. А что вы взяли, что они будут? Со всей очевидностью бухать интереснее, веселее. Ну, есть и такая категория. От этого, Нет, не категория, тут вопрос в создании некой среды. Конечно, ну да, само собой. Это я как раз дальше буду об этом говорить. О том, что, первое, это как раз уменьшение рабочего времени. Это снижение возраста выхода на пенсию.
Это, ну, есть, вы знаете, такой подход, что есть безусловный доход, когда человеку выплачиваются какие-то денежные средства, значит, в принципе, потому что он гражданин страны. И он эти денежные средства тоже может тратить. То есть это могут быть, например, какие-то блага. Также денежные средства можно вкладывать, например, в медицину, для того, чтобы сделать какие-то прорывы и в этой сфере, для того, чтобы излечить человека от каких-то болезней, для того, чтобы человек жил дольше, и эта жизнь была качественной. Хорошо, но верхний уровень понимания, он сводится к тому, что после достижения определенного уровня благосостояния, который мы считаем разумным, дальше мы в качестве цели начинаем ставить сокращение рабочего времени. Ну, освобождение человека. Да, какие-то качественные изменения. То есть не количественные, грубо говоря, там вот была одна машина, да, теперь должно быть 3 машины. Вопрос именно в качественных изменениях жизни. Ведь все делается для этого. Трудящийся, да, для трудящихся. И если мы снизим вот эти вот рамки, я имею в виду требования по там, часам, например, работы, да, по пенсионному возрасту, то и создадим соответствующие условия для развития человека, потому что это время, оно не то чтобы совсем предоставлено должно быть, да, то если заняться нечем, если государство об этом тоже не подумает, то для многих, к сожалению, будет именно такой путь, о чем вот вы сказали, это вредные привычки, да, потому что человек не вредный, будет... Вредный, но веселый. Ну, до какой-то степени, да. Для человека веселый, для кого-то курить нет. зло, ребят, ни в коем случае. То, конечно, государство должно заботиться и тем, чем должен заниматься человек в это время. Да, тоже должна быть создана соответствующая инфраструктура. Это, ну, там, я не знаю, это и библиотеки, какие-то дискуссионные клубы, это какие-то, ну, там, не знаю, там, театры, может быть, и так далее. То есть как раз все должно быть создано для того, чтобы человек продолжал развиваться и тратил это время полезно для себя и для общества. Трудовой день мы продолжаем сокращать. Правильно ли проследить эту логику, что мы должны прийти к тому, что работать человек перестанет? Вкалывают роботы, а не да, человек. Цифровизация, роботизация и так далее. Конечно, все должно быть. И является ли это для нас, коммунистов, ориентиром? Для нас ориентиром является благополучие трудящегося человека. Вот то есть, чтобы ему было хорошо. Чтобы ему было хорошо. Если это идет на благо, и это позволяет, например, сокращать рабочий день, сокращать там, интенсивность труда, то, конечно, это хорошо. И, в принципе, вот роботизация сейчас, например, она идет во благо корпорациям. Корпорации от этого получают больше денежных средств, и собственники получают больше денежных средств. Но вот есть исследования о том, допустим, внедрение искусственного интеллекта, оно снижает количество часов, затраченных на работу, или не снижает. Вот удивительно, но повышается как бы эффективность труда и повышается ценность продукта, который производится в связи с применением этих технологий. Но продолжительность труда, она не сокращается. В чем суть? Суть в том, что благо от этого получают корпорации, то есть собственники крупных корпораций, владельцы этих корпораций. То есть человек продолжает работать такое же количество времени, у него просто характер труда меняется, да, теперь он применяет другие технологии, он делает гораздо больше, там, гораздо качественнее, продукт становится дороже, за него платят больше, но получают от этого корпорации, а не сам человек. И это вот и есть как раз искривление капитализма, да, что вроде бы как вот эти благие вещи должны приводить к улучшению качества жизни, но они приводят к увеличению капиталов у собственников этих корпораций. А в советском обществе это как раз сказывалось прежде всего на трудящихся. Они были бы, да, постепенно проходило бы освобождение от что называется, там 8-часового, например, рабочего дня, да, там 6-часовой рабочий день, это было бы хорошо. Придираться, безусловно, есть к чему, много дискуссионных тезисов, но в целом мне импонирует, что вы вот сместили фокус благосостояния с чего-то материального на вот, так сказать, развитие человека. В этой связи у меня закономерный вопрос. Когда я, как избиратель, открываю программу Коммунистической партии Российской Федерации, я вижу там про национализацию отраслей, вот, про банковскую систему, но ничего не вижу ни про коммунистическое общество, ни про коммунизм, ни даже про благосостояние в его расширенном понимании. Почему?
это на самом деле достаточно легкий вопрос, и на него легко ответить, потому что люди, избиратели, наши граждане, с которыми мы общаемся, они говорят, все партии хотят блага. Вот все хотят блага. Просто это благо называется у всех по-разному. Значит, вы называете это коммунизмом. Это все понятно и так, без выступлений, да, без сборов, без собраний и так далее. А что конкретно? Вот как конкретно это будет выглядеть? Как конкретно вы хотите этого достичь? Поэтому, проводя встречи, вот я и сейчас тоже поеду в свой регион и буду проводить встречи с избирателями, как депутат отчитываться перед ними о своей деятельности. Поэтому люди всегда требуют конкретики, и это, наверное, правильно, потому что, если люди об этом говорят, значит, так оно и должно быть. Именно поэтому программа, она не общая, она вполне конкретная и отвечает на вопрос о том, как мы достигнем того, о чем мы говорим. Вы говорите, так смело предположу, о 50, может быть, даже 60% общества. А есть значительная часть товарищей, вроде меня, к примеру, я вот много раз проговаривал, что я в партию уступил отнюдь не по политическим соображениям, а сугубо потому, что у коммунистической партии есть план, в отличие от других партий. Есть план хотя бы на 20-50 лет, если вот я же говорю, что не будут мешать, за 50 лет, в принципе, коммунистическое общество построить можно. Но меня интересует дальше. То есть вот я, как избиратель с пытливым умом, который хочет понять, насколько далеко партия смотрит вперед, хотел бы видеть программу, в которой вот то, что написано сейчас, было бы обозначено как наш первый этап, а дальше вот наш второй этап, вот наш третий и так далее. А тут получается, то есть вот если сейчас смотреть на программу партии, то план, господи, мы это все, если мешать не будут, опять же, 10 лет край. По-хорошему-то лет за 7 все это можно реализовать и сделать. А если вы не занимаетесь планированием хотя бы лет на 100, будут выигрывать те, у кого дальше. Они, собственно говоря, отчасти, может быть, даже нас и переиграли ровно по той причине, что советы перестали планировать. Моя вот точка зрения, и вот тут вот это как вопрос звучать не будет, просто хочу, чтобы вы эту точку зрения прокомментировали. Я убежден, что Советский Союз был обречен ровно в тот момент, когда от глобальных планов по преобразованию природы, по реализации больших масштабных инфраструктурных проектов развернулся как раз к благосостоянию трудящихся. Когда у человека и у общества в целом убрали цель. То есть вы по жизни знаете, что человек, у которого нет никакой цели в жизни, часто скатывается до состояния унылого существа. То есть обществу нужно этот стимул, драйвера роста, освоение БАМа, целины со всеми оглядками на то, что это, в общем, не самая здравая идея была. Это из разряда большевики были гигантами, и ошибки их были тоже гигантскими, неизбежны ошибки. Но тем не менее. Была некая верхняя цель. Здесь верхняя цель у нас что должно быть, на ваш взгляд? Да, ваш тезис как абстракция, он, конечно, звучит красиво, безусловно. Ничего себе абстракция. Да, значит, о том, что там глобальные цели, от глобальных целей никто никогда не отказывался. Но для того, чтобы в том числе и сегодня разговаривать с людьми, нужна предельная конкретика, потому что люди говорят, что там будет сегодня, завтра, то, что будет происходить через 50 лет, это нам, нашим детям, потомкам расскажете. Считается, что горизонт планирования 50 лет это слишком далеко? Тут вопрос в чем? Что называется, поговорить и порассуждать на тему о том, что будет через 50, через 100 лет с человеком, который к этому подготовлен, к такому разговору, это одна история. Программу партии, то, что сейчас, предвыборная, например, программа, это для широких масс, для того, чтобы люди поняли, к чему мы стремимся сегодня или завтра. Рассуждать про 50 лет, я вас уверяю, если на любой встрече
любой кандидат начнет рассуждать, что будет через 50 лет, вот, ну, Его побьют. Да чё это? да, это да, более чем вероятно, особенно там сейчас, в наше непростое такое время, когда люди требуют ответов сегодня и сейчас. Да, у нас есть масса проблем, там, я не знаю, вот я встречаюсь с такими обращениями людей, ну, например, там, допустим, из простого там по топливному кризису, да, когда нет бензина на заправочных станциях. И люди говорят, что происходит, какие меры может принять коммунистическая партия для того, чтобы вот этот вот вопрос решился. И как можно было бы поступить, чтобы этого вопроса вообще в принципе не существовало. Вот это вот конкретные вопросы, которые люди задают. Согласен с вами. Если я им буду говорить, что вы знаете, вот через 50 лет будет такое замечательное общество, скажут, ну какой-то сумасшедший человек нам пришел. Вот вам мои контраргументы, более чем в предельно практической плоскости. Большевики, когда пришли, тоже все, как вы правильно говорите. Декрет о земле, декрет о мире, просто понятно по существу здесь и сейчас. Но при этом начали реализовывать план Гойл-Ро, индустриализацию и так далее. Масштабнейшие проекты. Только эти масштабнейшие проекты позволили выиграть войну. Кирилл, я согласен. Разрешите? Накормили всех. Да, я хочу увидеть, вытащить из вас мечтателей. Я хочу понял. теперь из каждого, кто приходит сюда. Я почему говорю, что даже после выборов вот это вот я в роли занозы все равно останусь. Я вот очень... когда вступал в партию, я прямо написал в своем этом посте, что я намерен доставить партии максимальное количество полезного беспокойства. Буду это делать. Поэтому прошу воспринимать меня Товарищ как коммунист, положительного берите героя. теперь в студию «Аврора» с собой мечтателя. Не забывайте его дома. Да, ну мы, да, одновременно должны быть и мечтатели практики. Я не договорил, как раз хотел сказать о том, что, значит, от больших великих целей никто не отказывался ни на каком этапе существования советского государства. Значит, если вы возьмете даже поздний период Советского Союза, то была, например, программа по компьютеризации и информатизации вообще в целом. И здесь мы тоже были, ну, выходили на достаточно серьезные темпы. И почему это было важно? Пока не сдались. Почему это было важно для советской страны? Вот именно это направление. Потому что у нас была плановая экономика, и для того, чтобы все точно рассчитать по всем отраслям и так далее, поскольку, как уже говорилось, жизнь она усложнялась, и экономика тоже усложнялась, поэтому нужны были методы, способы и инструменты работы с огромными массивами данных. И просто там, организовать это все как-то человеческим трудом уже было невозможно. Понятно, что здесь информатизация, компьютеризация была очень кстати. И это все происходило. И, как вы знаете, там и первый компьютер, это там наше тоже изобретение. И, в принципе, всегда информационная составляющая была достаточно сильной у нас. Да, потому что без этого там, запустить ракету в космос тоже было невозможно. Да. Все это делалось. Может быть, не нужна была такая глубина просчетов, ну, я имею в виду, что конкретно человеку сколько там... Авторитетно заявляю, нужна. Ну, не знаю, сколько башмаков человеку надо, может быть, там не на этом уровне, может быть, нужно было планировать. Но в целом, да, речь идет о том, что вот информатизация – это был очень серьезный проект, и я уверен, что если бы качество планирования за счет применения вот этих вот новых технологий выросло бы существенно, то ряд экономических проблем тоже бы решился. Вообще все правильно говорите. Мне вообще первый раз вот за последние 15 выпусков попался человек с относительно системным взглядом на происходящее. Вот смотрите, все правильно. Но прелесть кибернетической системы, вы по сути дела именно ее описываете, заключается в том, что это алгоритмы. Они вам говорят, как пройти из точки А в точку Б, но точку Б определяете вы. Пока есть точка Б, система считает. Если у нее нет точки Б, ей считать нечего. Вот точкой Б что будет? Что наша страна вместе, когда мы достигли благосостояния, какого-то баланса с рабочим днем, то есть человек у нас и в пьянство не скатывается, и саморазвивается, и нашли балансы. Все, то есть условно, очень условно мы пришли к состоянию коммунистического общества. Что бы кто под ним не подразумевал, вращаясь нашим языком, всем хорошо. Дальше точка Б что будет? Если точки Б не будет, система по закону, и это прям научный закон больших систем,
схлопывается. Начинается загнивание. По-разному оно может выглядеть, но если нет точки Б... Полагаю так, что для достижения вот общества, о чем вы говорите, всеобщего благополучия или благоденствия, да, для этого потребуется все-таки достаточно серьезный временной период, ну, не меньше, наверное, 100 лет, и вот, ну, чтобы все было так, как мы хотим. Я уверен, что через 100 лет будут какие-то новые вызовы, новые изобретения, новые, значит, в том числе и, может быть, с точки зрения там, философии, в том числе, я уверен, что, конечно, будущее за марксистской философией, и в этой части тоже какие-то прорывы обязательно будут. Точно так же, как, ну, я не знаю, например, тот же самый Маркс, он же не мог предположить, что будут вот такие вот машины, которые будут все это там высчитывать, и будет, ну, совсем другая, ну, не только жизнь, но там и отчасти экономика, да, она совсем другая построена. Если там 19 век это все-таки была экономика там, машин, железа, да, то сейчас мы видим, что сейчас экономика информации. И самая главная ценность это как раз там в байтах, битах и всем остальном. Совсем другая экономика. Сегодня нефтяные компании, которые, или там, например, станкостроительные компании, стоят гораздо дешевле, чем те компании, которые пишут программы, например. Да, это совершенно очевидно. Ну, это так известно. Поэтому совсем другая экономика. И я думаю, что убежден, что через 100 лет тоже точно так же все изменится. Вопрос в другом. Вопрос, на кого ориентируется государство, ну, пока, по крайней мере, оно существует, и ради кого все это делается. И если своим устремлением и целью как раз благополучия именно обычного человека, трудящегося, то ну, здесь просто не будет пределов и неисчерпаемо, мне кажется, можно рассуждать на эту тему. Классики говорят, что описывают революционную ситуацию, как верхи не могут, низы не хотят. Насколько, как вы считаете, мы близки к достижению революционной ситуации? Ну, верхи еще могут? Я думаю, что да. Я думаю, что верхи еще могут, и значит, я думаю, что да, верхи еще могут, поскольку мы видим, что даются ответы достаточно такие серьезные, ответы на те вызовы, которые у нас сегодня есть перед нашим обществом. Один из ответов – это СВО, собственно говоря. Да, это есть вызов, я в этом абсолютно убежден. Для нашего государства это просто системный вызов. Может быть, там не все это видят, но мне это абсолютно кажется так, что это как, не знаю, один из последних аргументов вырваться просто из той системы, в которую нас последние 3 десятилетия пытались втянуть. Значит, поэтому это и есть как бы способность видеть будущее, да, видеть проблемы, которые существуют, и находить какие-то совершенно, мы же видим, это сложное решение, в том числе и для общества, для российского, да, для всех жителей страны. Это непростое решение. Но, тем не менее, оно было принято. И когда Не общество. Когда сложные решения принимаются, это означает, что власть может давать ответы на актуальные вопросы. То есть правильно ли я понимаю, что вы говорите о том, что власть в том ее виде, в котором мы ее сейчас видим, отвечает вызовам времени? Насколько она может, но тем не менее она отвечает, потому что слабая власть не отвечает. Слабая власть как раз уклоняется от ответов на самые острые вопросы, которые стоят. А разве тот факт, что страна по-прежнему не встала на экономические мобилизационные рельсы, тот факт, что Москва, несмотря на 5-й год войны, продолжает жить праздностью, не является отражением того, что у власти не получилось корректно ответить на вызовы? Конечно, это всегда баланс. И власть, разумеется, пытается всегда балансировать и сбалансировать и риски, и возможности. Видимо, система именно так видит
свой ответ, да, на те вызовы, которые существуют. Вот это, мы говорим о том, что действительно, если уж как бы идти вперед, то тогда нужно это делать полноценно. Вот на сегодняшний день, да, это, наверное, неполноценно. Но вопрос, опять же, в рисках, какие риски будут. Ну, например, допустим, проведение выборов. Мы видим о том, что у нас в нашей стране выборы проводятся. Выборы президента в 2024 году прошли. Сейчас проходят выборы в Государственную Думу, проходят выборы в Законодательное собрание. То есть все органы власти продолжают формироваться. Мы видим, что на выборах и побеждают оппозиционные силы и структуры. Ну, например, наши кандидаты тоже побеждают. Это не так часто случается, как нам хотелось бы, но такое случается. То есть, с разными нюансами, и мы не согласны, может быть, с избирательной системой, которая существует. Но, тем не менее, факт того, что выборы проводятся, он существует. Так или иначе, это происходит. Вот, если бы, я не знаю, если это тоже определенного рода, элемент баланса. Да, то есть в чем баланс? Вы считаете, что то количество голосов, или то количество мест, которые партия занимает в Думе, является прямым отражением результатов голосования? Нет, я так не считаю. Я как раз об этом и говорю, да, о том, что мы не согласны с этой системой. Но нужно отдать должное, что выборы все равно проходят. Если сравниваться, например, с военным временем... Так если они проходят, но мы им не доверяем. Мы не всегда этим выборам не полностью доверяем. Где-то они проходят честно, где-то, на наш взгляд, они проходят нечестно. Но они проходят. Значит, если говорить о режиме абсолютно военного времени, то в военное время выборы не проводятся. Это понятно, это очевидно. Вот. Поэтому здесь тоже нужно все это взвешивать. Вот система сегодня все взвесила, да, и дала вот такой ответ. Считаете, что введение военного положения – это чрезмерная мера сейчас? Я думаю, что военное положение – это, конечно, была бы чрезмерная мера. Наверняка. С утра просто читаешь сводки, где у нас что разбомбили. Да, я могу сразу сказать, у меня взгляд, конечно, мягко говоря, не специалиста, кто особенно в этом вопросе может быть специалистом, простите? Да, но, наверное, если бы как раз вопрос в экономике, да, потому что такая большая война – это всегда война потенциалов, и у кого больше потенциал, тот и побеждает. Но потенциал – это не тупо у кого больше денег. Как раз вовсе нет. А тот, кто потенциал, это включая, конечно, безусловно, это ресурсы, которые есть, но это и интеллектуальные ресурсы, которыми обладает страна. И кто наиболее эффективно будет применять эти ресурсы, тот и побеждает. Поэтому с этой точки зрения я убежден, что, например, если мы говорим о войне, конечно, с Западом, да, понятное дело, да, это очевидно, потому что они тратят колоссальные ресурсы на это, на все. Конечно, просто если сравнивать финансовую составляющую, то, конечно, мы здесь проигрываем. Но если сравнивать интеллектуальные возможности, и, может быть, вы со мной не согласитесь, но, тем не менее, эффективность системы, которая могла бы быть, в принципе, то я думаю, что на этом мы могли бы выиграть. Потому что, например, если говорить про Европу, то у них очень сильно все бюрократизировано. Именно поэтому они сегодня не являются, мягко говоря, лидерами в каких-то технологиях. Мы не знаем ни одной системы искусственного интеллекта в Европе. Ее просто не существует. Большие корпорации с большой тревогой смотрят на свое будущее, когда они работают в Европе, потому что им за всякую ерунду выписывают огромные колоссальные штрафы. Бюрократизировано все страшно. Принять какое-то решение – это большая история. У нас могло бы все проходить гораздо быстрее, в том числе и принятие нужных решений, я имею в виду. Да, и, конечно, экономическая составляющая тоже, по моему мнению, по мнению нашей партии, мы об этом неоднократно говорили, да, какие меры нужно принять для того, чтобы повысить и экономическую эффективность. Вот здесь у нас есть еще возможность для того, чтобы
ну, скажем так, быть более эффективными вот в этой борьбе. И для этого не обязательно включать режим военного времени. У нас еще есть ресурсы, есть потенциал, который мы еще не использовали. Допускаете ли вы возможность эволюционного перехода, или, как в нашем случае, возврата к социализму? В принципе, да, конечно. История таких прецедентов не знает. Больше скажу, классики говорили, что без пролетарской революции не обойдется. Да, классики, но классики Могли жили в одно ошибаться, да? время. Нет, они жили в одно время. С базовыми вещами они, конечно, не ошиблись. Так логика в данной ситуации никак не изменилась. То есть противоречия капиталистические пока только накапливаются. Противоречия накапливаются. Но вот как раз вопрос в том, что, например, та система, которая существует сегодня, там, капиталистическая, буржуазная, да, которая существует, вопрос в том, что насколько она будет понимать, каким будет дальнейшее ее развитие. Вполне возможно, что, может быть, лучше как-то эволюционировать для того, чтобы, значит, совсем не подвергать риском существования самого государства, в принципе. Система штука бездушная, у нее нет таких представлений, как понимать, осознавать и так далее. Это всегда воля, политическая воля первого лица. Это и первого лица, и, там, и окружение первого лица. И если сегодня, может быть, там, или завтра, первое лицо, кем бы оно ни было, увидит, что вопрос встает так, что либо мы снова идем там, по пути того, что может развалиться государство, если мы будем настаивать на своем до конца, на вот именно таком капиталистическом пути развития, либо же мы существенно социализируем и встанем на путь социалистического развития, возьмем эти принципы, то мы сохраним государство, что является абсолютной ценностью для руководителя государства, ну или руководителей, да, потому что это всегда коллектив какой-то. Что является абсолютной ценностью? По идее, должно являться само государство. Именно оно как раз цементирует и связывает всех, кто... Ну, связывает в хорошем смысле, я имею в виду, да, то, что объединяет людей, которые живут на вот этом историческом пространстве, которое есть. Поэтому, ну, если потерять государство, как это произошло при развале Советского Союза, понятное дело, что это будет большая трагедия. Больше такого допустить нельзя. И для нас единственный путь того, чтобы этого не допустить, это как раз путь социализации, построения социалистического общества. Потому что рано или поздно капиталистические противоречия достигнут пика и могут разорвать в том числе и нашу страну. Не просто рано или поздно. Опять же, опираясь на неумолимую логику классиков, это произойдет неизбежно. Кто-то и пугает. И в зависимости от воли первого лица, который, к слову, скован Конституцией, которая не только запрещает идеологию, но и запрещает изменение какого-то строя. Нет, про строй ничего нет. Вопрос, какая политика будет реализовываться, в том числе и экономическая политика. И здесь изменение Конституции, ну вот в этой части их и не нужно. Да, достаточно там принимать соответствующие законы. Этого будет вполне достаточно. Социализм прописан в Конституции между строк. Для перехода к социализму необходима политическая воля всех заинтересованных сторон. Вот она, железная формула успеха, выработанная в течение нашего эфира. Спасибо, товарищи. В роли партийного критика выступил генеральный директор «Авроры», член КПРФ Кирилл Викторович Рычков. В гостях у нас был депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, член президиума, секретарь ЦК КПРФ, глава юридической службы Компартии Георгий Петрович Камнев. Благодарю вас. Спасибо. И модерировал процесс политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам. Совету передается вся государственная власть.